Всем большой привет! Сегодня видео, как сохранить грибы без морозильной камеры и без консервации. В консервированные грибы добавляется уксус. И такие грибы зимой уже, например, не поджаришь. А в морозилке не всегда тоже есть место для большого количества грибов. Поэтому есть старый испытанный способ – это засолка. Таким способом пользовались много лет назад наши прабабушки, у которых не было морозильных камер. Кому интересно, тогда смотрим дальше. Год назад я уже снимала такое видео, и у многих возникло большое количество вопросов. Поэтому постараюсь этим видео ответить на большинство из них. Сейчас я открою две банки грибов, которые у меня остались из прошлого года. Хранились они в погребе. Сразу скажу, что погреб у меня не холодный, находится под домом. И в большей мере это как подвал для хранения консерваций. Банки не закрываются жестяными крышками, обычные пластиковые или те, которые распариваются. Вот я крышки распаривала, посмотрите, плесени нету ни в одной банке, ни в другой. И это немаловажно. После того, как открыла банку, такие грибы сразу кушать нельзя, так как они очень соленые. Но грибы это как губка, что впитали, то и легко отдают. Поэтому обязательно пересыпаю их в миску, хорошо промываю под проточной водой. И дальше два способа. Это можете отправить проварить в кастрюле. После этого снова промыть, или же заливаем холодной обычной водой, и эту воду надо сменить на чистую 3-4 раза на протяжении 8-10 часов. Удобно их замачивать, например, с вечера, а на другой день уже потом жарим или готовим. Но не забываем сменить 2-3-4 раза воду, эту соленую. Когда будете их жарить или готовить, уже потом готовое блюдо не солим. Сам процесс засолки не занимает большое количество времени. Вот тут у меня уже отваренные опята. В этом году солю опята. Эти грибы очень вкусные жареными. Места в морозилке уже нету, поэтому солю. Варю грибы 30 минут или же 2 раза по 15 минут, сливая воду. Соль обычная каменная, не йодированная, это важно. Дальше черный перец горошком и лавровый лист. Больше другой зелени, такой как листья хрена, листья смородины, чеснок, ничего не добавляю. Отмеряю литровой банкой грибы, и расчет соли уже будет исходя из того количества грибов, которые у вас есть. Вот полную банку я утрамбовала. Грибов насыпаю по нижний край горлышка банки. Тут в этой миске 3 литровых банки грибов. Теперь добавляю соль. На одну банку 2 столовых ложки с горкой обязательно соли. Так как у меня 3 банки, добавляю 6 столовых ложек. Лавровый лист 3-4 штучки. Мы лавровый лист очень любим, поэтому я могу добавить и, например, больше его. Если для вас это принципиально, вы считаете, что лист даст горечь, добавьте 1-2 листика. Ничего против не имею. Это по вашим вкусовым предпочтениям. И перец горошком. Где-то пол чайной ложки на 1 литровую банку. Хорошо перемешиваю грибы с солью. Оставлю теперь их при комнатной температуре минимум на 3 часа. Можно оставить на ночь, на другой день, например, просто переложить по банкам. Прошло 3 часа. За это время я несколько раз их перемешивала. И теперь буду укладывать по банкам. Банки просто чистые, сухие, не стерильные. Пересыпаю. Равномерно распределяю по банкам лавровый лист, перец горошком. Стараюсь, чтобы внутри банки не было никаких пустот, и укладываю вот таким ровным слоем сверху банки по нижний край горлышка. Видите, нету пустот внутри. Вот так вот. Дальше
Все просто. Для того, чтобы не образовывалась плесень, добавляю обычную соль, такую полную столовую ложку с горкой, присыпаю. И получается у нас воздушное пространство между крышкой и слоем соли. Благодаря этому у вас плесень образовываться не будет. Закрываю обычными пластиковыми крышками или такими, которые распариваются. Теперь мне осталось только отправить в свой подвал на хранение. Надеюсь, видео было для вас интересным. Если это действительно так, не забывайте оставлять свои комментарии. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Пока!